Всем привет, друзья! Мы находимся на канале в диких условиях. И сегодня я вновь прибыл на место строительства. Я решил сегодня приехать снять замеры на пол, на дверную раму, высоту. Вот, для того, чтобы в следующем уже приехать сюда вместе с материалом для пола и с печкой. Но так подумал вчера и внезапно решил поехать, чтобы хотя бы хоть что-то еще сегодня сделать. Потому что еще у меня есть 2,5 стены, которых нужно также заложить. Хотелось бы сейчас хотя бы одну, а может быть и две, как пойдет, не знаю, сделать. И чтобы уже работы оставалось поменьше. И чтобы как можно быстрее уже закончить самую, так скажем, тяжелую работу. Потому что уже очень быстро холодает. И вот сегодня ночью было 0 градусов, например. Сейчас достаточно сыро в лесу. Идут дожди, у нас вот неделю идут дожди, не переставая. И на следующей неделе также будут дожди. Осень берет свое, как говорится. Поэтому нужно быстрее заканчивать, для того, чтобы как можно быстрее проводить вечера с комфортом у печечки в лесу и наблюдать за природой. Потому что когда работаешь, ничего не успеваешь усмотреть. Но опять же, работа на свежем воздухе — это большой-большой кайф, потому что воздух здесь чище, чем в городе. Спокойнее, ветер шумит, птицы галдят, вот вороны постоянно каркают. Так что буду начинать строительство свое. Всем спасибо, кто смотрит это видео. Также, кстати, ребята, если вам не сложно, а мне приятно, подпишитесь на этот канал. Кстати, ребята, по статистике 90% моих видео смотрят без подписки на этот канал. Так что, если вы еще не подписаны, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Это очень помогает продвижению моего канала. И это очень большая мотивация для меня снимать свои ролики. Все, конечно, хорошо, но пора, наверное, перекусить. А то я как-то прям с утра встал, даже не позавтракал. А время уже 9 часов утра. Плохо, что нужно далеко ходить. Искать бревна подходящие. Как бы здесь, ну, тоже хватает ветровала, но он уже такой, что нижняя часть, которая была соприкасалась с землей, уже начала подгнивать. А это мне не нужно. Вот эти бревна, хоть они и лежали на земле, но они были чуточку над ней. Вот. Соответственно, за счет этого древесина осталась крепкая. Ее можно использовать. Вот потом она еще просохнет внутри, когда уже будет стоять, когда уже печка будет топиться. Ох, я представляю, как там будет парить все. Но это мелочи жизни. Да, пора кушать. Надеюсь, хватит газа мне в баллоне, что его остается маловато. Сегодня, так сказать, питаюсь полуфабрикатами. Потому что, как я и говорил, что я вчера очень резко и спонтанно собрался. Уже не стал ничего думать, что с собой брать. Поэтому так по-быстрому нашел магазин, купил там, чтобы с утра быстро перекусить и работать дальше.
Так, драники. Драники у меня с собой. Ну, кашка есть тоже. Нормально. Ну вот, дело потихоньку движется. Я почти закрыл одну стену, осталось еще полторы. Я сейчас, наверное, все-таки начну делать вторую. По крайней мере, хотя бы половину сделать. Вот, потому что в следующий раз уже хочется приехать, поставить печку, пол, двери, чтобы уже заканчивать строительством и начать быстрее отдыхать в ней. Приятно осознавать, что есть уже результат, и он виден, и в него даже можно зайти, посидеть, спрятаться от дождя, а в будущем и погреться. Когда начинаешь, всегда думаешь, столько еще впереди предстоит сделать. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Так и у меня. Я копал яму,
Сначала в одном месте сутки, ну почти сутки, там, грубо говоря, часов 8, наверное, в общей сложности. Здесь я яму выкопал по времени примерно, если брать общее время, около 12 часов. Это все мне заняло со всеми перерывами, отдыхами. Вот, потому что все-таки копать приходилось много и долго. Ну и постепенно вот и обрастают стены в землянке. Кстати, по поводу уклона. Все-таки он есть. И он просто так вот, ну, когда вот сдалека смотришь, например, оно непонятно. Потому что тут еще идет такая местность, что она идет под уклоном сама. Когда я устанавливаю камеру, я ее делаю в уровень. То есть, чтобы, как говорится, не завалился горизонт. Соответственно, за счет этого картинка искажается. В дальней стороне, ну, где самая высокая точка, там я стою в полный рост. К двери, которая идет уже склон, там я уже стою, ну, приходится нагинаться, то есть примерно это, ну, расстояние моей головы, да, то есть, ну, вот так вот, примерно. Так что уклон есть. Шел ночью дождь, и сейчас вот днем шел дождь, я смотрел, как вода примерно перемещается по крыше. Как бы, думаю, проблем с этим никаких не будет. В общем, на меня сегодня напал работун. Я думал, что я уже к обеду буду выезжать, но решил остаться и доделать третью стену, которую, ну, большую, которую, вот, чтобы уже на следующий раз мне осталась только вот маленькая стена и все. Там уже будут маленькие поленья, точнее короткие поленья, поэтому будет уже куда гораздо проще. Ну вот, как эта стена выглядит. Кстати, хочу посоветоваться. Эти вот стыки, точнее, эти вот щели, которые остались между бревнами, у меня есть два варианта, ну, чем я думаю заделать. Либо взять монтажной пеной пройтись, вот, либо же взять джут межвинцовый и им здесь законопатить эти дырки. Пеной мне, конечно, нравится больше вариант, потому что он проще и быстрее. Там особо сильно заморачиваться не нужно будет. Плюс пена же хорошо заполняет все поры. Вот, например, как здесь вот такие вот щели будут. Сейчас буду заканчивать эту вот стену. Потихоньку уже напиливаю бревна и буду носить.
Я думаю, этих бревен должно хватить, чтобы закрыть третью стену. Посмотрим. Вот и готова еще одна стена. Осталось дело за малым. Вот это вот последняя, маленькая, которая... Вот. Но здесь, конечно, не так много работы. Даже, может быть, сейчас и сделаю. Что уже? Раз приехал, надо доделывать. Да, видок, конечно. Капец. Ну, зато я хорошо поработал. Я сейчас напилил бревна, получается, на последнюю стенку, на самую маленькую. Заложу их, а затем надо будет подсыпать все края и на крышу насыпать уже можно будет песка. Все померить, потому что мне нужно будет приготовить доски для пола и замерить дверной проем, потому что нужно будет ставить коробку дверную и дверь, то есть дверь будет, ну, более-менее цивилизованная, из подручных материалов, чтобы зимой не продувало и было тепло внутри. Что, пошли строить дальше. Ну и напоследок я решил начать засыпать землянку. Настолько, насколько позволят мои силы. Хочу поблагодарить всех, кто досмотрел это видео до конца, и спасибо за то, что подписались на этот канал. До новых встреч в следующих сериях. Всем пока!